Привет, меня зовут Алина, и сегодня я хочу рассказать вам про свой район, про район, в котором я живу, и хочу показать вам, что есть здесь вокруг. Это мой дом. Я живу в многоэтажном доме, в квартире. В моем доме 16 этажей. У меня очень много соседей. Вокруг нашего дома есть место, где можно поставить машину, и многие соседи ставят машину здесь. Это называется парковка. У нас совсем нет деревьев во дворе, потому что внизу находится паркинг. Паркинг – это подземный гараж. В середине двора есть детская площадка. Здесь мы гуляем с детьми и общаемся с соседями. В некоторых местах машины ставить нельзя. Есть такой знак: остановка запрещена. Если оставить машину, ее эвакуируют. Ее заберет эвакуатор. Это въезд в паркинг. Внизу еще 4 этажа под землей. Паркингом мы называем закрытую стоянку. То есть это может быть стоянка внизу дома или в большом торговом центре, если у этой парковки есть крыша, либо она находится внутри помещения. В моем районе очень много людей, и поэтому в каждом доме на первом этаже есть продуктовый магазин, и вечером там всегда очередь. Например, вот этот магазин «Магнит», смотрите, он работает с 8 утра до 10 вечера. Многие магазины работают очень долго. И если мы посмотрим в другую сторону, там тоже есть точно такой же магазин. То есть буквально в соседнем доме. За углом в конце есть большой супермаркет. В России мы не сортируем мусор. Есть отдельный бак для пластиковых бутылок. И в городе есть несколько мест, где можно сдать мусор отдельно. Но нужно ехать в определенное место, и работают они не каждый день. То есть нужно знать место и время, чтобы приехать и сдать мусор, который вы сами отсортируете дома. В каждом дворе очень много машин, потому что в основном все дома очень высокие. Еще у нас есть разные кафе прямо на первом этаже. Смотрите, написано торты, десерты, кофе. А здесь еще одно маленькое кафе, кондитерское. У них есть небольшая веранда. Они делают пасту, супы, салаты, завтраки. Сейчас у нас очень популярные онлайн-магазины. Их несколько, и у них существуют вот такие пункты выдачи. Они тоже находятся почти в каждом доме. Это очень удобно, потому что доставка очень быстрая. 2-4 дня. В каждом пункте выдачи есть примерочная, где вы можете померить одежду, и вы можете оплатить то, что вы заказали после доставки. Это еще один двор, и если пройти вперед и спуститься вниз, будет пляж. В каждом доме есть вход, это называется подъезд, и обычно есть домофон. Здесь у нас находится школа,
И недалеко есть детский сад. Здесь ремонтируют дорогу, а это маленький каток. У нас очень популярные такие самокаты. Мне очень нравится район, в котором я живу, потому что здесь все есть рядом, и почти везде я могу дойти пешком. У нас есть медицинские центры, магазины, школы, сады. Но очень большой минус – это то, что здесь очень много людей. В России мы считаем этажи с первого. То есть пекарня находится на первом этаже. Если вы живете на втором этаже, то вы живете вот здесь. Это еще один очень популярный магазин. И смотрите, он тоже работает с 8 утра до 11 вечера без выходных. У нас также достаточно много круглосуточных магазинов, поэтому в России купить что-то ночью – это не проблема. Это совсем не проблема. Сегодня немного ветрено. Это все. И спасибо, что провели это время со мной.